Здравствуйте, меня зовут Скирда Антон. Я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков – любимый город». Сегодня 11 мая 2022 года. Мы находимся в городе Харькове, в доме рассказчика. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что считаете нужным. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я студентка факультета математики и информатики Харьковского национального университета имени Каразина. Харьковчанка. Скажите, пожалуйста, где вы родились и сколько уже проживаете в Харькове? Я родилась в Харькове, проживаю всю жизнь тут, никуда не переезжала. Сколько лет, не могли бы уточнить? 18. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о своих родителях, кем они работали, работают, чем занимаются. Детство у меня было счастливое. Родители предприниматели, занимаются перевозками. Вот. Может, какие-то воспоминания? Ну, в детстве я занималась танцами. Как бы это заняло большую часть времени моего, учеба. Так, если в общем. На каком языке вы разговариваете в повседневной жизни, смотрите телевизионные программы и какие книги читаете? Разговариваю я на русском языке, но в принципе могу и на украинском, для меня это несложно. Вот. В последнее время большинство программ, ну и даже книги, которые печатаются на украинском языке, как бы это политика государства, и в принципе это несложно для меня переходить. И даже я читаю, в общем, цикл романов «Дом странных детей». Вот. Когда я начинала его читать, он выходил на русском языке. Вот. И где-то на книге 4-6 они начали печатать на украинском. В принципе, я не заметила этой разницы, когда они перешли, поэтому я думаю, это знак того, что это не так важно, какой язык. Расскажите, пожалуйста, как для вас прошел 2021 год? В 2021 году я закончила школу, поступила в университет, то есть, в принципе, этот год должен был быть волнительным, да, как такой этап жизни, но, в принципе, он прошел спокойно, вот, как, в принципе, и должен быть насыщенный эмоциями, разными событиями, вот. На что вам больше всего запомнилось за этот год? Даже не знаю, что выделить. В принципе, как и он должен был быть, да, там, 17-18 лет, как бы много нового, и так выделить что-то одно сложно. Но... Можете выделить несколько моментов? Несколько? Наверное... так нужно прям много выделять. Но все так нужно вспоминать целый год. Но вначале это поездка на Западную Украину, Драгобрат. Вот, я первый раз каталась на пухляке. Вот, потом окончание школы, выпускной. То есть это много разных таких событий, платья, подготовки. Вот, получение аттестата, золотая медаль, все. Вот, лето. Тоже разные поездки, там Одесса, море, поступление в университет, много неизвестного, новые друзья, как бы, да. И уже Новый год, уже более стало понятно, с чем работать в ближайшие 5 лет. А что вы делали за день до начала войны, 23 февраля? Четко сказать, что я делала, я, конечно, не могу, потому что не помню так. Но, скорее всего, я что-то учила по учебе, потому что у нас было дистанционное обучение. И как бы, я думаю, это был обычный вечер, либо я его проводила с семьей, либо что-то сама учила.
Скажите, а есть ли у вас традиция отмечать 23 февраля как праздник? И отмечали ли вы его в этом году? На самом деле, раньше я считала в детстве, что 23 февраля это как бы праздник мужчин, то есть есть 8 марта праздник девушек, женщин, вот, 23 февраля как бы мужчин. Но потом оказалось, что это праздник защитников Отечества, и больше он связан с как бы мужчинами, которые служили в армии. То есть он немного приобрел другие краски, вот, и его перенесли, по-моему, на 15 октября. Вот. И до сих пор, как бы, в нашей семье он не то чтобы так особо празднуется, и мы поздравляем в итоге 2 раза в год наших мужчин, но как бы без особых традиций, добрым словом, вкусным ужином. А были ли у вас какие-нибудь планы на 24 февраля 2022 года? Это был рабочий день. У меня были планы как бы учиться, заходить в Zoom, все как бы по расписанию. Вот. Должен был быть обычный день рабочий. Вот. Особых планов не было. А как вы узнали о начале войны и как вы вообще восприняли это известие? Я спала, ко мне пришел муж сестры, вот, разбудил со словами, что началась война, но как бы спокойно. Я подумала, что он шутит, вот, потом я открыла как бы интернет, да, посмотрела разные каналы, поняла, что не шутит, вот, увидела новость, то, что учеба отменяется, и как бы радовалась, то, что пар не будет, вот, потом спустилась к родителям, мы это обсудили более как бы серьезно, вот, чего нам ждать, вот, и как бы первая моя мысль была все-таки, что нужно уезжать куда-то, и она мне казалась очень логичной, но как бы родители переубедили, и сейчас я считаю, что как бы они правильно сделали. Скажите, пожалуйста, был ли у вас собран заранее тревожный рюкзак? Не был. Ну, потому что на самом деле я особо этим вопросом ну, как бы не задавалась насчет, что начнется война, нет. Не особо следила за политикой, вот, доверяла как бы нашему правительству и родителям, потому что мама, ну, следит достаточно и всегда, вот, как бы, поэтому нет. А сейчас собирали вы его или нет уже после начала войны? Сейчас мне кажется, что такой вопрос, как бы документы, да, телефон, себя взять, то есть что в рюкзачок положить, ну, тут уже ту кофту, другую, штаны, это уже не так важно, то есть главное, ну, документы, наверное, хотя сейчас есть Дия, ну, по-моему, все-таки бумажный вариант тоже важен, ну, в общем, документы и все. Считается ли это чемоданчиком, сумочка, ну, как бы папочка с собой, остальное уже не так важно. А как изменилась ваша жизнь после 24 февраля? Кардинально. Вот. Но как бы первый месяц не было учебы. Вот. И у нас в доме было много людей, которые из Харькова, как бы временно у нас жили, чтобы уехать дальше на Западную Украину, либо за границу. Вот. Поэтому не было личного пространства. Это как бы то, что поменялось сразу. Потом мы потихоньку начали волонтерить, и появилась учеба, как бы, поэтому жить стало более понятно, как раньше, да. Да, ну, понятно, она не будет как раньше по-любому, но хотя бы какая-то связь с прошлой жизнью, что ты чем-то занят, она возобновилась, и уже более понятно стало. Расскажите, пожалуйста, о распорядке вашего дня в условиях войны и чем вы обычно занимаетесь? Мой распорядок дня зависит от того, еду я работать волонтером, либо остаюсь учиться дома. Вот. Ну, это считается выходным днем, хотя на самом деле я разбираюсь с учебой. Вот. И как бы пытаюсь не заниматься учебой во время волонтерства, потому что хочется все успеть, но как бы пытаюсь разделять эти два момента. Вот. Обычно на работе мы
с утра там с 9:30 до 5, вот, и вечер как бы тоже свободный, и пытаюсь отдыхать. Когда учусь, скорее я смешиваю учебу, там, отвлеклась на телефон, еще на что-то, то есть распорядок такой, чем займусь, вот, пытаюсь, конечно, чем-то полезным. А скажите, как удается вообще совмещать вашу учебу и волонтерскую деятельность? Сложно это? Как вы с этим справляетесь? Я думаю, тут вопрос даже не в том, чтобы совмещать, а волонтерская деятельность помогает мне учиться, потому что у меня появляется какая-то мотивация. Потому что когда я остаюсь один на один с учебой, то иногда как падает мотивация, то есть не всегда преподаватели сразу выходят на связь, то есть что-то может казаться сложным. Я отвлекаюсь на работу и потом возвращаюсь с новыми мыслями, то есть поэтому тут не столько совмещать, сколько это более благоприятно влияет на учебу. А поменялось ли у вас восприятие времени и пространства после начала войны? В начале, да, потому что каждый день был одинаковый, плюс новые люди в доме, и кажется, что это вообще уже не твой дом, не твоя жизнь, все поменялось, но как все начало приходить в свое русло, в принципе, уже восприятие стало как раньше. То есть такое. Ну, конечно, ожидается день победы как окончание этого периода, и как будто вот он как капсула возьмется и закончится. И это уже, да, ну, как временная часть другая. Вот. Но, как бы, пытаюсь об этом не думать. Скажите, вам снятся сны и поменялись ли они с момента начала войны по текущий период? По сравнению с тем, как было до войны? Я думаю, нет. Как бы я слежу за тем, что мне снится, как я сплю, и в принципе, наверное, нет. То есть обычно, как бывает, иногда тревожно, иногда спокойно, так и сейчас. Не думаю, что война повлияла. А были ли у вас позитивные моменты в последнее время, которыми вы могли бы с нами поделиться? Ну, в принципе, позитивные моменты связаны с людьми, друзьями, знакомыми, с которыми мы проводим время. Вот, недавно мы ходили играть там в футбол, баскетбол. Ну, это отвлекает, конечно, от всех событий, и просто пообщаться с другими людьми, даже родственниками, всегда это позитивные эмоции. Все хотят, никто не негативит, так можно сказать, потому что все хотят позитива, и это веселит и поддерживает. Скажите, пожалуйста, какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? И есть ли какая-то история, связанная с этим местом? На самом деле, я такая харьковчанка, которая не очень хорошо знает свой город, но после того, как я поступила в Каразино, как бы я больше начала находиться и в центре, и, в принципе, из того, что знакомилась с разными людьми, больше как бы изучала город. Но если выделить одно место, это будет банально, но это университет наш, потому что там я проводила каждый день, вот, и как бы разные части, да, там и внутри аудитории, и как бы место перед главным корпусом, там, из-за того, что там было проведено много времени, то оно для меня значимо. Вот. А есть ли у вас любимое место, имеется в виду кофейня, ресторан, может бар, вот в этом плане, где вы любите проводить свой досуг? Ну, я считаю, что досуг зависит не столько от места, может, от того, как можно там вкусно покушать, не знаю, все-таки от людей, с которыми ты туда приходишь, поэтому я не привязываюсь к местам, больше запоминаю, с кем я нахожусь там. А есть ли у вас на данный момент возможность посещать свои любимые места? Ну, большинство заведений не работает, поэтому это, конечно, печально, вот, но и да,
И, в принципе, сейчас нет надобности просто так гулять по Харькову, да, и какие-то места видеть, посещать. То есть, если есть свободная минутка, и я нахожусь где-то в центре, то я пытаюсь немного прогуляться и увидеть улицы знакомые, но как бы сейчас просто так тебя не отпустят погулять одну, вот, потому что это опасно. Вот. Скажите, пожалуйста, какой у вас самый любимый праздник и где вы его обычно отмечаете? Наверное, мой самый любимый праздник Новый год. Вот. Ну, обычно это говорят день рождения, наверное, но я день рождения не так уж люблю праздновать, поэтому Новый год. Дома, с семьей, спокойно, как бы без особой суеты. Вот. А как бы вам хотелось в этом году отметить свой день рождения и в каком месте? Ну, вопрос про день рождения, наверное, я его просто не отмечаю. Вот, поэтому, ну, дома, посмотреть фильм, покушать, не знаю. Как бы ничего особенного. Как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников? С одной стороны, в общем-то, мне кажется, это не важным, потому что, ну, смотря как на это смотреть. То есть, если... Ну, это вообще дело настроения, наверное, как ты отнесешься к тому, что это Московский проспект, или, да, переименовывают его сейчас. То есть, если задумываться... Ну, насколько ты много значения этому отдаешь, я не знаю. В принципе, я поддерживаю это, учитывая то, что у нас сейчас как бы война с Россией, но, может, можно это время, ну, которое выбирают разные названия, меняя таблички, может потратить на что-то более важное в данный момент. Вот. Насчет снесения памятников, ну, на месте памятника Ленину можно поставить памятник какому-то более значимому человеку, ну, более, как бы, в принципе, уважаемому. Вот. Поэтому это неплохо. Скажите, а думали ли вы о переезде из Харькова в более безопасное место? Да, вот в первый день думала, но, в принципе, быстро передумала. Потому что, так как обстреливают всю Украину, более безопасное место, не знаю, где можно найти, ну, за границей разве что, но как бы это уже такой вопрос, ну, насколько ты готов бросить все, что у тебя здесь есть, учитывая то, что мы живем как бы не в самом опасном районе, то есть подальше от границы с Россией, то опасность не настолько велика, чтобы решаться на переезд. А думали вы о каком-то конкретном месте для переезда или в общем и целом о том, чтобы переехать? Скорее, ну, у меня не было мысли, что нужно спасаться, то есть у меня были мысли, может, это был еще февраль, вот, может поехать в горы, покататься на лыжах, то есть неплохо провести это время, но как бы так, да, конкретного не было. Скажите, пожалуйста, а ваши родственники, семья, друзья остались в городе или выехали из него? Большинство друзей, да, выехали. Вот. Родственники, жена моего брата с дочкой уехали. Вот. Они жили ближе к центру, и как бы это, ну, нервная система не выдержала, и как бы, в принципе, каждый решает сам, как уезжать. Вот, они уехали, брат остался. Остальные родственники все в Харькове, да, и даже в одном доме мы живем теперь. Вот. Друзья уехали, большинство, да. Скажите, а поддерживаете ли вы связь с друзьями, которые уехали? И если да, то как вы это делаете? Да, ну, большинство, наверное, друзей из университета мы поддерживаем связь, так как мы учимся вместе сейчас, и много даже вопросов более конкретных, которые мы обсуждаем по учебе, и это поддерживает, в принципе, нашу связь в основном. С друзьями не из университета, временами то я пишу, то они пишут мне. В
привет, как дела? И так далее. Ну, как бы поддерживаем связь, даже, может, больше, чем раньше, потому что, ну, обычно там раз в полгода напишешь, встретились, обговорили, там, на какой-то момент пропали. А сейчас хочется держать все-таки связь, и иногда даже лень, вот, но заставляю себя писать, потому что, ну, понимаю, что нужно все-таки поддерживать связь. Скажите, а какое у вас отношение к внутренним переселенцам Украины? Хорошее отношение, как бы, учитывая то, что мы тоже могли стать переселенцами, и как бы хочется относиться к людям так же, как бы ты хотел, как бы тебе относились. Банально звучит, но это мотивирует, как бы, даже если, ну, входить в положение людей, можно так сказать. Хотя я особо не встречалась именно с переселенцами, ну, как бы, можно ли считать дядю с тетей переселенцами, как бы, из одного района в другой, то есть, в принципе, ну, это такое, это с кем я, как бы, встречалась, а обычно все уезжают из Харькова, поэтому такое. А какое у вас отношение к украинцам, которые выехали за рубеж? Хорошее. Ну, как бы это, если мы считаем, да, ну, друзей, да. Ну, в принципе, мне как бы не имеет разницы, куда человек выехал, если он посчитал, что, ну, для его спокойствия, безопасности, ну, даже спокойствие мы не берем, потому что вряд ли кто-то спокоен за границей, но как бы если он посчитал, что для его безопасности это будет правильное решение, ну, будем поддерживать связь, как бы, как раньше, вот. Я как бы не соприкасаюсь особо, чем я могу негативно к ним относиться, поэтому я отношусь хорошо. А скажите, как вы думаете, вернутся ли беженцы назад в Украину после окончания боевых действий? Далеко не все. Я думаю, потому что, ну, особенно если смотреть мое поколение, как бы люди моего возраста, я думаю, что, во-первых, больше возможностей за границей, чем особенно сейчас, послевоенное время в Харькове. То есть, как бы, некоторые, я вот с кем общаюсь, хотят вернуться, потому что это их дом. Но даже вот судя по мне, если бы я уехала, я бы вряд ли вернулась. И я как бы ставлю ставку на большинство так. Особенно, ну, как бы я учусь на программиста, мне кажется, что сейчас можно, ну, в любой точке мира работать, так как бы зачем возвращаться туда, где нет инфраструктуры. А по вашему мнению, как изменились отношения между людьми в период военного времени? Отношения изменились, конечно, потому что, ну, как бы, вся жизнь изменилась, и сейчас даже ценности, как бы, да, вот все материально ушло, то есть остались отношения между людьми, ценность поднялась, и как бы народ сплотился, да, то есть каждый хочет друг другу помочь, вот. Ну и даже, ну, все начали заниматься волонтерством, то есть как бы желание помогать другим. Что для вас на данный момент является самой большой ценностью? Даже не знаю. Ну, логично, наверное, самый, как бы, первый ответ, который пришел мне на ум, это жизнь моя, да. Ну, как бы, у меня нет детей, да, то есть тогда бы я, может, сказала, что их жизнь. Но получается, как бы, странно, если бы я ставила, ну, там, жизнь родственников впереди себя все-таки, это как-то... Я же себя тоже... Ну, как бы, я тоже их жизнью дорожу, безусловно. Но мне кажется, это самый логичный ответ. Вот. Ну да, наверное, жизнь. Потому что тоже банально, но все остальное мы приобрести сможем. Вот. А жизнь нет. Надо. Как вы сейчас относитесь к материальным ценностям? Ну, учитывая то, что я еще никуда не уезжаю, и все мои, как бы, ценности материальные при мне, можно так сказать, ну, как бы, я ничем не прощаюсь, но
я понимаю, что если мне придется уехать, и как бы, ну, вряд ли я возьму с собой много вещей. То есть документы, телефон, как вот, потому что там ДИА, да, и какие-то, может, э, банк и так далее, ну, как бы, да, ну, как связь с миром, интернет, ну, как бы остальное, ну, это такое уже. Скажите, а изменилось ли ваше отношение к материальным вещам вот, с начала войны? Или осталось ровно таким же, как и было? Ну, может, не с самого начала, может, это мнение сформировалось уже дальше, как бы, да, но, в принципе, ну, понятное дело, что когда ты понимаешь, что и в твой дом может прийти война, ну, конкретно, да, вот в этот, то ты продумаешь в голове эту ситуацию, как ты можешь уезжать и так далее. И, в принципе, ну, из-за этого меняется ценность, конечно же. М. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас предмет или вещь, которой вы больше всего дорожите и храните рядом с собой? Ну, я бы не выделила. Ну, как бы у меня есть вещи, которые, ну, мои любимые, да, которые я сочетаю своими, они мне нравятся, но я понимаю, что если я перееду и вернусь через 10 лет, оставив здесь все, я не вспомню, что оно у меня было. То есть я думаю, что оно уже потеряет такую ценность. Поэтому сказать, ну, назвать что-то будет сложно. О чем вы на сегодняшний день мечтаете? Ну, насчет, как бы, может, это не мечты, а цели, такие более приземленные. Это все-таки хочется закончить этот семестр, сессию закрыть. Это более такая, ну, как бы, цель, наверное, потому что, ну, чтобы не потерять хоть что-то в этой жизни. Вот. Ну, а мечтать особо не хочется. Ну, как бы, я не то чтобы особо в жизни мечтала когда-то. То есть я скорее переношу это на цели более конкретные. Вот. Нет такой у меня как бы мечты, что вот... Мне кажется, мечта это более что-то нереализуемое. Вот. Но, в принципе, жить счастливо — это достаточная мечта, которая... Ну... Я бы не сказала, что я сейчас несчастлива, если честно. Вот. Что вы сделаете в первую очередь после окончания войны? Обрадуюсь. Ну, обрадуюсь, обсужу это со всеми. Вот, ну и буду уже... Я не думаю, что особо что-то поменяется, как бы конкретно. Ну, в плане, ну, в ближайшее время после объявления конца войны, как бы начнет возрождаться инфраструктура там, как бы в универ я тоже не скоро пойду, поэтому мои будни вряд ли изменятся. Вот. Но, ну, это будет изменение вектора как бы событий, и буду радоваться. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что ожидает Украину в будущем? Счастливое будущее, я надеюсь. Нет, на самом деле, ну, конечно, первое нас ожидает победа. Второе нас ожидает отстройка. Вот. Ну, как бы мы будем возвращать, стабилизировать нашу экономику, ресурсы, конечно, на это пойдет время. Вот. Ну и далее мы будем развиваться, расцветать. Возможно, нас примут в Евросоюз. Вот, там, не знаю, НАТО нас скорее... Мы примем НАТО, как сейчас шутят. Но как бы я думаю, что все самое лучшее. Есть ли у вас какие-то планы на будущее? Ну, как бы для начала я хочу получить высшее образование. Мне кажется, с этой планки мне будет легче решать, ну, во-первых, смотреть на мир и понимать свои возможности. Уже, может, у меня будет какая-то, ну, финансовая подушка, и как бы пока у меня, ну, цель такая, может, такая не особо интересная, вот, но как бы я пытаюсь так идти по этому пути,
и параллельно наслаждаться жизнью. Вот. Спасибо большое за уделенное нам время, за это интервью. Слава Украине! Героям слава!